Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Алина, и я помогаю тем, кто учит русский язык как иностранный, заговорить на нем более уверенно и естественно. Как хорошо вы знаете спряжение глаголов в русском языке в прошедшем времени. Предлагаю сегодня пройти тест на знание наиболее распространенных глаголов. Я буду говорить предложение, а вам нужно будет заполнить пробел, используя глагол в правильном спряжении. Но это не единственная задача. Также вам нужно будет понять, в каком виде глагол нужно употребить – несовершенного или совершенного вида. В скобках будут стоять глаголы в инфинитиве. На ответ у вас будет несколько секунд, но если вам этого времени будет недостаточно, ставьте на паузу и думайте без спешки. Если вам нужны субтитры, активируйте их внизу, а мы начинаем. Итак, первое предложение. Маша вчера поздно с работы. Правильный ответ – пришла. Это законченное действие, которое произошло вчера. 2. Мальчик игрушку другому ребенку, чтобы тот не плакал. Правильный ответ – дал. Он дал игрушку другому ребенку лишь один раз. Теоретически здесь также можно было бы использовать и глагол НСВ – давать. Но в случае, если бы в данном примере требовался такой ответ, было бы указание на продолжительность действия. Например, он постоянно давал эту игрушку или давал ее каждый раз, когда они встречались. 3. Все выходные она генеральную уборку дома, потому что к приезду гостей. Правильные ответы делала и готовилась. Это продолжительное действие, которое происходило на протяжении всех выходных. 4. Долгое время она на скамейке в парке, наслаждаясь тишиной. Правильный ответ – сидела. Здесь у нас снова есть указание на продолжительность момента. Она сидела долгое время. 5. Она точно какой подарок выбрать для своего друга? Здесь определенного маркера продолжительности или завершенности действия нет. Но если подставить оба глагола в прошедшем времени, то станет ясно, что предложение с глаголом «узнала» получится кривым. А значит, правильный ответ – «знала». Для того, чтобы использовать глагол «узнала», фраза должна была бы быть вроде такой. Она узнала, что он хочет получить в подарок. Или она узнала, что ему подарить. 6. Туристы у проходящего мимо человека, где находится улица Октябрьская. Ответ – спросили. Они задали один вопрос одному человеку. Завершенное действие. 7. Миша, как всегда, дома зарядное устройство для телефона. Как всегда, здесь можно заменить на снова. И получится, что Миша забыл зарядное устройство, поскольку действие завершенное. 8. Несмотря на усталость, он все-таки закончит работу вовремя. Ответ – смог. В этот раз он был уставшим, но это не постоянный процесс. 9. После работы они долго с коллегами о новых проектах. Ответ – говорили.
Подставив в это предложение слово «сказать», будет понятно, что оно грамматически неверно. 10. Всю неделю они о том, как провести выходные. Они это делали на протяжении всей недели, а значит ответ – думали. 11. Вчера вечером они фильм, которого ждали целый год. И это вопрос с подвохом, потому что оба ответа будут верными. Зависит лишь от того, на что вы в данном случае хотите указать – на продолжительность или завершенность действия. Вчера вечером они могли как смотреть фильм на протяжении какого-то времени, так и посмотреть его целиком. 12. В последнее время он очень провести выходные на природе подальше от городской суеты. Ответ – хотел, потому что мы видим, что это желание длилось на протяжении последнего времени. 13. Раньше она книги каждый вечер перед сном, но со временем утратила эту привычку и сейчас почти совсем не читает. Здесь, помимо того, что есть указание на то, что она делала это каждый вечер, есть также небольшая подсказка в виде последнего глагола в настоящем времени – не читает. Поскольку в данном контексте он совпадает по видовому признаку с глаголом прошедшего времени. А значит, правильный ответ – читала. 14. Мы были очень голодные, потому что ничего не с самого утра. Ответ – не ели. Мы ничего не ели с самого утра и до настоящего момента. Опять же, если бы нам нужно было использовать глагол «поесть», тогда фраза приняла бы примерно такой вид. Мы были очень голодные, потому что ничего не поели утром. То есть мы не позавтракали. 15. Они 100 лет друг друга не... а потому были очень рады случайной встрече. Ответ – не видели, поскольку есть указание на процесс – 100 лет. Антон на улицу, чтобы дойти до магазина и купить хлеба. Ответ – вышел. Он вышел на улицу именно в этот раз. 17. Дети – ответ на вопрос, которым задавались долгое время. Ответ – нашли. Они нашли ответ на этот конкретный вопрос, которым они задавались. 18. Она долго не до него дозвониться, так как он не на звонок. Правильные ответы – не могла и не отвечал. Это действие длилось в течение какого-то времени. Ну как, совсем справились или не до конца? Пишите свои результаты в комментариях, даже если они не идеальные. И скажите также, нравится ли вам формат таких грамматических тестов. Ставьте лайк на видео, если оно вам понравилось. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. А я вам желаю всего хорошего и прощаюсь до скорого. Пока-пока!